Так, начинаем вторую торговую сессию за день. Начинаю я сейчас со $143. Сегодня я изначально начал со 144. То есть, как мы помним, у меня стоп-лосс на день $5. Максимально за эту торговую сессию я могу потерять только $4. Уже начал немножко просматривать графики и увидел, что вышла вот новая монетка. И она очень сильно двигается. Поэтому сейчас буду смотреть ее и пытаться искать точки входа и ее отторговать. Так, тут мне нравится. Опа, я зашел. Возможно, я зашел с... Это невозможно, я зашел со слишком маленьким стоп-лоссом. Так, нужно здесь максимально быстро быть готовым закрыть сделку. Смотрите, что я здесь увидел. Цена идет длительное время вниз. Мы видим, что все вот этот был откат, его сразу же вкатали, поэтому, как мне показалось, большинство трейдеров будут заходить дальше по тренду вниз, торговать в шорт. Так как на дистанции мы падаем, это в принципе признак того, что больше трейдеров заходят в шорт. И мы видим, что все вот импульсы, которые пытаются, не вкатываются. И вот на очередном таком вкате мы зашли на продолжение движения, ну, на то, что большинство трейдеров будут шортить, а мы попытаемся взять их стоп-лоссы на каком-то простреле вверх. Надеюсь, не будет перед этим прострела вниз, чтобы нас забрать, потому что очень, кстати, близко подходит. Так, и, наверное, тут стандартный какие-то 2% вот сюда. 23,95. Все, закрыла быструю сделку. Можно было даже чуть выше закрыть, но в любом случае хорошо. Первая сделка закрылась в профит. Так что, возможно, я плохо объяснил тут основную логику. Но заходил, я пытался предсказать, куда большинство трейдеров будут заходить, и заходил против них на сбор их стоп-лоссов. Кстати, что мы здесь видим? Настройки, давайте размеры ордеров. Возможно, я сейчас здесь зайду в быструю сделочку. Блин, я не понимаю, ошибка или не ошибка. Наверное, ошибка. Да, это был слишком быстрый импульс. К сожалению, меня закрыло, и потом пойдет вверх, да? Здесь я словил небольшой стоп-лосс. Я подумал, что цена остановилась на максимуме, и еще как минимум процентное движение, резкий какой-то импульс должен быть. Но он, в принципе, и случился, но, к сожалению, меня перед этим отстопили, закрыли. Жаль. Так, посмотрим, как здесь будет себя цена вести. Немножко непонятная ситуация, потому что цена просто остановилась, и как будто нужно показательное какое-то движение вниз либо вверх. Я хотел зайти. Дайте мне возможность зайти вот здесь. Я зашел. Так, ну, возможно, здесь нужно ставить чуть больше, больше стоп-лосс, потому что у меня очень близко он стоит. Нужно заходить на меньший объем. Заходить на меньший объем. Так. Все, и я просто закрылся, взял еще одну небольшую сделочку. Кстати, давайте посмотрим, что это у нас в долларах, так как стандартный мой стоп-лосс $1.20. В этой сделке я получил $2. Перед этим закрылся на
60 центов? У меня даже не закрыло на... Короче, размазало в мою сторону. Типа в сторону, в которую я потерял меньше. Такое редко бывает. Но, как видите, бывает. Я бы искал бы здесь точку входа в шорт. Да, но нужно, чтобы немножко постояли. Так, буду я заходить на меньший объем. Зашел. Стоп, стоп, стоп. Стоп-лосс мой. Все, стандартный. О, вот это мне нравится. Эта сделочка мне нравится. Сейчас я расскажу, почему я здесь зашел именно в шорт. Во-первых, была вот такая остановка цены. Сложилось впечатление, что падение заканчивается и может начаться дальнейший рост. Плюс мы подошли, давайте, кстати, и быстренько take profit выставим, потому что есть небольшой шанс, что какой-то сквиз будет и вот, наверное, на 44 примерно. Ё-моё, все, профит. Я даже не успел, я только нажал кнопку поставить профит, моментально закрылось. Сейчас повторюсь, почему я здесь заходил. Я заходил здесь, потому что мы видели, дальнейшая цена не смогла пойти дальше вниз. Цена остановилась и начала выкуповывать, скажем так, покупатели стали сильнее. На этом фоне мне показалось, что большинство трейдеров начнут лонговать. И мы подошли прям быстро, подошли к уровню поддержки такого небольшого. Возможно, вот здесь кто-то проводил, может, наклоны. Но сама суть, что примерно вот в этом диапазоне люди начали, как по мне, более активно покупать и заходить в лонг. И поставить стандартный стоп-лосс какой-то 1-2%, либо же вот как раз за вот этот минимум. И на этом я попытался взять свое движение шортовое, чтобы на закрытии тех, кто заходил в лонг, я получил прибыль. Все отыграло довольно-таки хорошо. Кстати, вот здесь, возможно, набирает тех, кто перезаходил. Это довольно хорошая точка входа. Наверное, так и сделаю. Зайду здесь быстренько, если у меня успею ее выставить. Также на 2%. Все, меня открыл хорошо. И зайду здесь в шорт. Мне показалось, что все, ну, больше, многие любят перезаходить. И то есть те, кто заходили вот примерно вот здесь где-то, вот здесь, где я только что закрыл профитную сделку, могут попытаться перезайти в лонг и взять, скажем так, движение. На вот этом я и хочу взять небольшой, скажем так, небольшой сквиз вниз. Но, возможно, конкретно эта сделка закроется и в убыток. Посмотрим. Также здесь мне понравилось, что цена остановилась, была довольно-таки стояла на месте, тем самым дая возможность зайти в лонг. И это, как по мне, играло мне на руку. Поэтому посмотрим, как цена поведет себя на самом деле. Вполне логично. Вот, кстати, закрыться где-то вот примерно на перелоу, скажем так. Минимум, если поменяют, то можно закрыться. Плюс тут у нас круглое число 23. За него также могут спрятать свои стопы лонговики. Так что на пробой 23 я примерно поставлю свой take profit. Но, к сожалению, тут у меня закрывается в минус, да? Да, эта сделка у меня закрылась в минус, но ничего страшного. В любом случае, то сделка была правильная, по крайней мере, по моей стратегии. И здесь я ничего не нарушил. Кстати, смотрите, интересный момент. То, что я говорил. В принципе, я здесь заходил в точно, скажем так, по сценарию, как и планировал, но, к сожалению, меня вот здесь на максимуме закрыло, и цена пошла в ту сторону, прям вот здесь у меня стоял take profit, так что здесь анализ был верен. Да, просто вот не повезло, скажем так, было вот такое небольшое импульсное движение вверх, и меня закрыло, так что сделка здесь была
очень даже хорошие по стратегии, все я сделал верно, просто такое случается, что закрывается в убыток, хоть ты сделал все и верно. Возможно, это ошибка, но я здесь зашел чисто на одной мысли, скажем так. Одна мысль меня посетила, и я сразу же на ней зашел. Я посмотрел вот здесь и подумал, что я чувствую, в какую сторону зайти. Я подумал, что импульс вверх крайне маловероятен, а импульс вниз намного, скажем так, сложилось впечатление, что импульс вниз может произойти с наибольшей вероятностью. И поэтому я зашел здесь в лонг, но я не дожидался какой-то, скажем так, набора шортистов, либо же набора лонгистов, чтобы попытаться взять их стоп-лосс и на нем заработать. И поэтому, возможно, я сейчас и словлю сам стоп-лосс, потому что я зашел просто больше не на анализе, а на одной мысли, которая меня посетила вот в данный момент, когда цена стояла вот на вот этой зеленой свече. Так что посмотрим. Хотя мне эта ситуация особо не нравится. Особо не нравится. Не знаю. Я же говорю, почему я здесь зашел? Только потому, что подумал, что импульс вниз намного более вероятен, чем импульс вверх. И что с такой логикой многие трейдеры могут заходить в шорт. Это была прям основная моя логика для входа в эту сделку. И, возможно, я ошибся. А возможно, нет. И сейчас все же мы пойдем и возьмем take profit. Давайте поставлю такой вот, скажем так, условный take profit, потому что я, наверное, даже раньше закроюсь. Так вот, кстати, с этого места 1% движения довольно-таки... Отлично, довольно-таки хорошее место, чтобы поставить свой take profit. Take profit это, кстати, перед 53. Чем больше цена стоит на вот этом месте, тем больше мне нравится данная сделка. Но хотя она довольно-таки опасная, так как реально любым сквизом вниз меня может забрать. Давайте даже чуть поближе поставлю свой стоп-лосс, потому что, скорее всего, если в 52 мы коснемся, то его будут пробивать. Так что я немножко поближе подвинул свой стоп-лосс. Давайте, кстати, шаг цены здесь уменьшу, чтобы немножко было удобнее смотреть. Где стоит take profit, где стоит стоп-лосс. Что мы видим? Начинается импульс. На импульс, однако, смотрите, не такой уж и быстрый. То есть есть возможность тем трейдерам зайти в лонг. Это мне не нравится. И все, я здесь закрылась по рынку. Меня закрыло, нет? Все. Закрылся я по рынку, я не взял свой стандартный take profit чисто потому, что мы видим, что движение было не импульсное, скажем так, ну, по крайней мере, перед этим были намного больше импульса, а довольно-таки медленно шло вверх. И тем самым дая возможность трейдерам зайти в лонг. А если большинство станет в ту сторону, в которую мы заходим, есть шанс получить стоп-лосс. Ну а здесь мы видим, все же дошла цена к нашему тейк-профиту. Так что, но в таких случаях я все же лучше закрываюсь. Если цена идет не импульсно, а медленно в нашу сторону, лучше я перестрахуюсь, не дозаработаю, но закрою
сделку с прибылью. Я вижу, что рынок сейчас очень сильно волатильный, и летает и вверх, и вниз, и мы можем вот это видеть на всех монетах, которых я торговал, просто летит там по 5-10% за несколько минут. Но у меня удалось на этом заработать в процентах довольно-таки неплохо. Начинала я эту торговую сессию с 143, сейчас у меня 147, то есть $4 получилось здесь взять. И я уже вижу, что я немножко морально подустал, поэтому, наверное, буду делать перерыв. Немножко есть такой как бы фомо, что рынок продолжает ходить там, все это время будет ходить довольно сильно. Но я понимаю, также знаю свою статистику, что если я останусь, у меня уже фокус немножко ухудшится, и, скорее всего, я могу потерять даже ту прибыль, которую сейчас взял. Поэтому на этом все. Возможно, сегодня еще вечером запишу третью торговую сессию. Так что вот так. Все. Всем спасибо за просмотр.